Предлагаем вашему вниманию несколько трагических, но поучительных историй о великих изобретателях, чьи изобретения стоили своим творцам жизни. Мотоцикл. В 1863 году американский инноватор и инженер Сильвестр Ропер создал паровую карету, одно из первых транспортных средств в своем роде. Трагический конец настиг Ропера в 1896 году. Его идеи не ограничились паровым автомобилем, он также разработал паровой велосипед, который по праву можно считать первым мотоциклом. Стремясь доказать велосипедистам преимущество его машины перед традиционным педальным решением, Ропер устроил гонку у Гарвардского моста в Кембридже, штат Массачусетс, США. Ему удалось достичь скорости 64 км в час за 2 минуты и 1,4 секунды, однако его сердце не выдержало таких перегрузок, он потерял управление и скончался еще до приезда врача. Воздушный шар. Розье прославился благодаря изобретению уникального типа воздушного шара, получившего название Розьер. Особенностью его конструкции было использование двух камер, одной, заполненной водородом, и другой, с горячим воздухом. Это позволяло более эффективно использовать топливо и контролировать полет. 21 ноября 1783 года де Розье вместе с маркизом Таламбером осуществили первый успешный полет на непривязанном воздушном шаре. Однако в 1785 году, пытаясь пересечь Ла-Манш на своем Розьере с аэронавтом Пьером Роменом, Розье погиб во время полета, их воздушный шар внезапно вспыхнул на высоте около 450 метров и упал, что сделало их первыми жертвами авиационной катастрофы. Истории. Печатная машина. Американский инженер и предприниматель Уильям Баллок внес значительный вклад в развитие печатного дела, внеся множество улучшений в конструкцию печатных станков и другого типографского оборудования. Особо отметился он модификацией конструкции ротационной печатной машины, разработанной его предшественником Ричардом Хоу. Его машина использовала большие валы для наматывания бумаги, что стало прорывом в полиграфической индустрии. В 1867 году, во время настройки одного из своих станков в типографии Филадельфии, Баллок стал жертвой трагического инцидента, его ногу затянуло в механизм между валами. В результате травмы развилась гангрена, и через несколько дней Баллок скончался. Пароход «Титаник». Томас Эндрюс, ирландский бизнесмен, инженер и кораблестроитель, вошел в историю как создатель знаменитого «Титаника» суперлайнера, который был построен на верфи Harland and Wolff в Белфасте, Северная Ирландия, в начале 20 века. Эндрюс, занимавший должность главного конструктора судна, находился на его борту во время трагического первого и единственного рейса. После столкновения с айсбергом в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года корабль начал тонуть. Эндрюс действовал хладнокровно, в отличие от судовладельца Брюса Исмея, организовывая эвакуацию и помог спасти многих пассажиров. Несмотря на его героические усилия, сам он погиб вместе с более чем 1500 других людей, когда «Титаник» погрузился на дно Атлантики. Тело Эндрюса так и не было обнаружено. Боевая подлодка. Хорас Лоусон Ханли, инженер на службе конфедерации, стал известен в период гражданской войны как разработчик первой военной подводной лодки, названной в его честь С-50 Хунлеи. В то время концепция субмарины еще не была известна, и инженеры называли ее различными терминами «катер-рыба» или «морская свинья». С самого начала проект столкнулся с трудностями. 29 августа 1863 года, во время тестового погружения, Хунлей затонула, унеся жизни 5 членов экипажа. Ханли тогда не было борту, но решил лично управлять подлодкой в следующем испытании после того, как ее подняли со дна. Это решение стало фатальным. 15 октября 1863 года во время второго теста лодка снова затонула, на этот раз унесла жизни всех 8 членов команды, включая Ханли. Подлодка пережила своего творца. После второго подъема на поверхность, 17 февраля 1864 года, она успешно атаковала и потопила хаусатонец, военный корабль Северного Союза. Хунлей использовала для этого шестовую мину, или лонжеронную торпеду, протаранив вражеское судно с привязанной к длинной палке бомбой. Хаусатонец стал первым в истории кораблем, потопленным подлодкой. Однако взрыв торпеды настолько повредил Хунлей, что она и ее экипаж вновь ушли на дно. Поднятая из морских глубин в последний раз 8 августа 2000 года, после 136 лет, Хунлей больше не вернулась к боевым действиям, ее поместили в морской музей в Warren Lodge Conservation Center в Северном Чарльстоне. Летающий автомобиль. Генри Смолинский, выпускник авиационной школы техники при Технологическом институте, грезил о создании летающего автомобиля. В 1971 году он основал компанию Advanced Vehicle Engineers, AVI, и разработал несколько прототипов летающего авто, объединив Ford Pinto и заднюю часть самолета Cessna Skymaster, получив транспортное средство под названием AVI Mizar.
Тестовые полеты начались в 1973 году. Первые испытания проводил профессиональный летчик-испытатель Чарльз Дженнис. Во время первого полета аппарата произошел инцидент, оторвалась стойка правого крыла, и Дженнис был вынужден совершить аварийную посадку на поле, после чего вернулся на аэродром по земле. Во время второго запланированного полета 11 сентября 1973 года Дженнис не смог пилотировать агрегат, и Смолинский решил взять управление на себя. Этот полет кончился трагедией, от Ави отвалились уже оба крыла, и как результат, Смолинский и Гарольд Блейк, вице-президент Ави, погибли на месте. Медный бык. Перилос, художник и скульптор из Афин, живший в VI веке до нашей эры, остался в истории, создав уникальное устройство для пыток и казней. Согласно записям Диодора Сицилийского, древнегреческого историка, Перилос построил полую медную статую быка. Смысл казни заключался в помещении жертвы внутрь быка с последующим разведением костра под его брюхом. Звуки, издаваемые страдающим человеком, проходили через специальную акустическую систему внутри статуи, создавая иллюзию бычьего рева. Перилос предложил свою подделку Фалариду, тирану города Акрагаса, современной Агридженто, Сицилия, который, оценив устройство, решил не платить за него и вместо этого провел натурные испытания на самом Перилосе. Таким образом, творец стал жертвой своего же изобретения. Впоследствии Фаларид был свергнут и также оказался в медном быке. Вот такая вот жестокая ирония. Морской маяк. Генри Уинстенли, английский инженер, художник, предприниматель и архитектор XVII века, заработал солидные деньги на проектирование гидравлических сооружений, после чего инвестировал в торговое судоходство, приобретя 5 грузовых кораблей. После того, как 2 его корабля потерпели крушение у Эдистонских скал недалеко от Плимута, он решил построить там маяк, несмотря на то, что на этом месте не было подходящего участка для строительства из-за подводного рифа в 14 километров от берега. Этот маяк считается первым морским маяком. Строительство началось 14 июля 1696 года, но протекало с трудностями. Во время войны между Великобританией и Францией строительный отряд Уинстенли даже был захвачен французскими корсарами, однако король Людовик XIV приказал освободить инженера, подчеркнув, что Франция не ведет войну против всего человечества. Маяк был успешно построен и простоял 5 лет в одном из самых бурных районов моря. Уинстенли был очень горд своим творением и выразил желание пережить в маяке самый большой шторм, который только может случиться. Его желание сбылось, когда в ночь на 27 ноября 1703 года разразился великий шторм, самый мощный ураган в истории Англии. Маяк вместе с Уинстенли смыло в море, и они оба канули в лету. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного. А также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.